Доброе утро из Буэнос-Айреса. Буду пока рассказывать, пока иду по делам. Мне сейчас надо по компьютерным делам сходить. Я же компьютерами занимаюсь. Вот, значит, кое-какие запчасти нужно взять, кое-какой клей купить, потому что поломали люди. В ноутбуках часто это бывает. Вот эти, висагрос, как еще они по-другому называются. В общем, завесы, или как они там называются на русском, не знаю, висагрос поломали, которые эти самые, открывается экран. Это частая поломка, это всегда так. Там же очень тонкий пластик, нагрузка, особенно если ты поднимаешь экран не за центр, а за угол берешь, это обязательно поломается. Повыскакивают все винтики, запчасти, и потом уже надо будет это все клеить, ремонтировать. Одним словом, заниматься. Так, вы будете смотреть на Буэнос-Айрес, я вам буду рассказывать в то же время. И смешные, в том числе, истории. Кто за мной следит и кто знает такие вещи, как я рассказывал про посылки. Я часто про посылки рассказываю. И была такая посылка, которую я рассказывал, по-моему, где-то в начале февраля, да? И что в американскую почту мне из Америки, со Штатов, отправили матрицу для моего ноутбука в феврале месяце. И я там ходил где-то в конце февраля, рассказывал, как она туда-сюда, туда-сюда, туда-сюда бродит, эта матрица. Что вы думаете в конечном итоге случилось? Мы уже за нее забыли, ее уже там на почте вычеркнули. Она так и никогда со Штатов не смогла улететь по каким-то причинам. Я уже и не помню, какая там почта. Я уже вычеркнул из страницы, из закладок убрал, и все, думаю, все, хана этой матрицы. Появилась, ребята, матрица появилась, но только не у меня, в Америке появилась. Снова объявилась эта матрица. В каком плане объявилась? Человеку, который мне ее посылал, вот неделю назад она пришла на его адрес, почта принесла, то есть это у нас сейчас конец августа. Вот он послал в Аргентину в начале февраля, и в конце августа он ее получил снова на свой адрес. Прикольно. Я думал, только в Аргентине такая крутая почта, блин. Я уже много раз про почты все рассказываю. Я же снова купил как-никак этот. Я тоже рассказывал в одних из последних видео про почту, как я подставки для камеры покупал, которые, не знаю где, в Аргентине, не в Аргентине, переломались, снова вернулись на Amazon. Amazon там через месяц, через сколько-то вернул мне деньги. И что вы думаете, я сделал? Я снова купил там же самого, у того же самого эти подставки. И снова мне написали, что они придут 28 числа, сегодня 21. Но я сегодня заглядывал, они еще в Майами, эти подставки. Но почта вроде там частная, DHL. И посмотрим, как сработает. То есть у меня эксперименты. Я как тот индеец, который по 3 раза на одни и те же грабли наступает, так и я. Мои эксперименты продолжаются с покупками на Амазоне, на том, на сём. Посмотрим, может, в конечном итоге что-то где-то мне придет. Вот так вот, ребятка. Жизнь у нас хорошая. В плане того, что смотрите, какая классная погода случилась. Были дожди немножко. Обещали такие сильные. Погремело, помигало. У нас в Бельграно почти дождя не было. В каком плане? И я заметил, не знаю, это какая-то тут аномалия в городе Буэнос-Айрес, когда передают, что будет очень много дождей, обязательно на Буэнос-Айрес, то они могут пройти везде, по всем районам Буэнос-Айреса, кроме Бельграно. В Бельграно может только покапать чуть-чуть и все такое. Тут какая-то, не знаю почему, но есть своя аномалия. Я даже раз видел такой дождь, где, к примеру, на полулице он шел, а вторые полулицы были сухими. Прямо конкретно разделялось буквально. Вот до вот этой плитки идет дождь, а с другой стороны плитки не идет дождь. Так что тут точно что-то есть. Я, как всегда, в темных очках. Это, во-первых, потому что солнце, а во-вторых, подхватил какую-то заразу на глаза.
какая-то инфекция, еще какая-то фиговина, или вирус, или как это правильно называется, я даже не знаю. Знаете, как песка в глаза насыпали. Сначала эту штуку прихватила Света, и в конечном итоге так нам надо сворачивать. И заодно обратите внимание, вот смотрите, то, что в Аргентине всегда как бы, вот я рассказываю, но как бы не говорил в последнее время. Вот это авенида. Видите, магазины, дома, движуха, авенида. Если вы отойдете один квартал, 100 метров в одну или в другую сторону, совсем другой мир. Совсем другой мир. И это везде так, по всему Буэнос-Айресу. Сразу все меняется, сразу все так раз, и сейчас через 3 квартала вы не узнаете, что это такой же самый район. Значит, сначала Света прихватила, мы поехали к глазному врачу, посмотрели, сказали, я даже сам не помню, что там сказали. Сказали, что может до месяца быть, что немножко покапайте антибиотиками, но в принципе, говорит, дальше просто водичкой, глазными каплями, вот это и вот промывать, но может быть и до месяца. И говорят, что оно как бы может передаться для других, так что надо пользоваться определенными своими полотенцами, там то все, не браться, чтобы другой не брался. Я одним словом 2 недели спасался, со мной ничего не было. Уже у нее начало проходить, а тут у меня вчера как начал глаз резать, снова там красный весь стал. В общем, начали мне это все капать и промывать. И сегодня мне даже надо было снять компьютерное видео. Но там дело в том, что как раз больше надо было рассказывать, соответственно, себя показывать. И я отложил, потому что с таким глазом, если я начну снимать компьютерное видео, в черных очках сидеть около компьютера не будешь, это будет пипец. Люди подумают, что, блин, с ним не так. Скоро у нас будет, через месячишко официально наступит весна в Буэнос-Айресе. Почему через месячишко? Сегодня 21 августа, весна у нас наступает 21 сентября. У нас вот такая штука происходит в Аргентине, что у нас годы, пора, типа весна, лето, вот это вот пора сменяется по 21 числам. По равностоянию там вот солнца, там самый длинный день, самый короткий день, самая длинная ночь, равностояние, что одинаковый день и ночь. В общем, вот по этим фазам как бы сменяется у нас лето, зима, весна и все в таком духе. Так что 21 сентября наступает весна. 21 чего у нас там получается, значит, декабря, да, получается, лето наступает. Вот так вот. Потом 21 марта у нас осень. И все в таком духе, прикидываете. Так что будем продолжать веселиться. Все-таки с приближением весны, мне кажется, у людей поднимается немножко такое, как сказать, аниме. То есть поднимается настроение, начинает хотеться что-то делать. Не знаю, как у вас, у меня это всегда было, даже когда я раньше жил на другом континенте, то уже к 8 марта начиналось такое, что скоро дача, скоро маевки, и уже такой подъем настроения. Здесь приблизительно то же самое, хотя здесь зима не очень сложная. Кто за моими видео следит, вот это мы идем сейчас зима. Смотрите, видите, вот народ на стройку пронесет, не скажу, чтобы они прямо в шубах и в валенках ходили. Да, и я вроде как майка и буса, толстовка, да и кроссовки. Вот это и зимняя форма одежды, посмотрите. Так что все очень и очень классно. Ладно, пошел я, сейчас уже приду к запчастям своим. Надо купить запчасти и нужно разбирать ноутбук. Утром сегодня комментарий перечитывал, прочитал один комментарий, что, под видео с огуречной мафией, как я их называю. Привет им, кстати. Так прочитал, написано. Да, в Аргентине можно выпускать все, что хочешь, тут даже нормального хлеба нет. Я так понимаю, наверное, кто-то здесь живет и знает, что нормального хлеба нет. Вот, что-то вспомнил себя
когда мы только приехали. И представляете, то же самое. Мы сначала, когда приехали, бегали, пытались найти тот хлеб, к которому мы привыкли. То есть бегали, все время искали и думали, что такое, тут хлеба нет. Мы же привыкли, там вот этот черный хлеб, еще там какой-нибудь, не помню уже, как он и называется. Ну, а здесь бегаем, смотрим, одни булки какие-то белые. То есть как бы хлеба нет. Можете поверить, что со временем это пройдет. Вы не будете бегать и искать те продукты, к которым вы привыкли, а начнете привыкать к новым продуктам. Начнете привыкать к тому хлебу, который выпускается в Аргентине, в Буэнос-Айресе. Опять же, не забывайте, что существуют панадерии, хлебные магазины. Не супермаркеты, которые там 1-2, как бы таких, ну или 10 хаймаров хлеба имеют, но самые такие вкусные хлебы, все это в панадериях местных. Там можно найти разные и хлебы, булочки, и с цельной муки, и не с цельной муки, ну то есть одним словом. Это одно, и второе, что реально вкусы начнут меняться. Вы увидите, что в конечном итоге пройдет определенное время, и даже когда вам будут предлагать тот хлеб, который вы сейчас ищете, вы его не захотите. Это все проходит. Я когда-то долго и нудно искал, говорил, вот здесь нет зефира, потом тут нашел в одних зефир, попробовал, думаю, нафига мне этот зефир был, чего я из-за него так переживал, он же невкусный, понимаете. Потом был такой период, когда я все время думал, здесь нет селедки. Потом, когда я ездил на 3 недели в Украину, давно уже, лет 20 назад, в конечном итоге, когда меня спрашивали, что я хочу, ну, как бы вот вернешься, что ты хочешь попробовать, я всем заказывал селедку. Думаю, ну, я так хочу селедки, я уже много лет не ел такой нормальной селедки. Пришел, было застолье, там было этой селедки немерено. Каждый же хотел угодить, и каждый сделал там по-своему эту селедку. Я попробовал 2 кусочка, думаю, блин, как ее можно кушать, эту селедку. И отвык, понимаете? Так что если вы думаете, что если здесь нет того хлеба, к которому вы привыкли, и начнете его выпускать, и он кому-нибудь будет нужен, кроме вас, то я вас могу разочаровать. Вы и ваши друзья, которые вот еще ищут этот хлеб, вот только им он будет нужен. Всем остальным вот его нету не потому, что его не умеют делать. Его нету потому, что его никто и покупать не будет. Люди привыкли к этому, им нравится этот хлеб, и они будут пользоваться им. Это как эти истории, их очень много. Это как, знаете, когда мы только-только сюда приехали, мы смотрели и думаем, какая здесь клубника дорогая. У нас дома клубнику там варенье делают, ведрами покупают, то все. И один говорит, я привезу сюда корабль клубники, говорит, и дешево буду ее продавать. В конечном итоге что получилось? Ну, может, у него не довез этот корабль клубники, но я хотел сказать то, что просто эта клубника здесь и нафиг никому не надо. Она здесь ее берут в сезон чуть-чуть попробовать, побаловать себя, а потом берут на всякие тортики украшать, и все. Никому не надо эта клубника ведрами, никому не надо эта клубника в варенье тем более, потому что достаточно того, что они могут себе позволить купить немножко свежей, поласывать, попробовать, и на том кончилось. Перестанете в конечном итоге вы искать и эту гречку, перестанете в конечном итоге искать этот хлеб, к которому вы привыкли, а будете пользоваться мясом на мангале, будете пользоваться свежими фруктами, салатами и простой едой. И вообще, со временем, попомните вы мои слова, это все, что сейчас кажется таким, вау, здесь этого нет, оно уйдет на задний план, но потом вы поймете, что многих, не всех, но многих вещей здесь нет, потому что они никому и не нужны. Вот в чем прикол. Понимаете? И многие такие вещи, которые сейчас начали некоторые выпускать, говорят, ну все, мы тут откроем цех по выпуску того. А оно нужно только
таким же, как вы, приехавшим, но приехавшим людям, которые еще не забыли эти вкусы и хотят найти. Но их становится меньше и меньше, потому что много, как бы пробежало через Аргентину, но и убежало. А те, кто остались, у них сейчас начинает потихоньку привыкать к этой жизни, начинает пользоваться другими продуктами, организм начинает привыкать, и они тоже перестанут это покупать. И это может быть большим, как говорят, этим заскоком, что ты типа настраиваешь под свои мысли, что это кому-то нужно. Целое производство, вкладываешь туда кучу денег, а потом оказывается, что кроме тебя и твоих друзей это никому не нужно. То есть аргентинцы на это не ведутся, основная масса не ведется. Друзья твои тоже перестали швыряться деньгами, потому что они увидели, что здесь реально все дорого, не успеваешь зарабатывать, и они не будут покупать каждый день деликатесы. Они не будут это все заказывать. Они пойдут, купят тоже овощи, фрукты, кусок мяса, все, чао. Им сразу перехватится, как говорят, бесконечных деликатесов. И ты останешься с той проблемой, что, вот же, смотрите, я вложился, я открыл, а бизнес не идет. И начнешь говорить, Аргентина не такая, народ здесь не такой, все тупые, никто ничего не понимает. Вот мы им тут предлагаем, они не хотят. Они не хотят. Это правда. Они хотят то, с чем они привыкли с детства, что их устраивает, чтобы поменьше затрат, побольше, как говорят, этого самого результата. Я, к примеру, вчера готовил свинину. Вы думаете, я долго с ней мучился? Я ее достал с холодильника, пакет закинул, даже там не посолил, не поперчил, ничего. Потом засунул туда термометр, один термометр в середину мяса, один термометр снаружи положил. На одном выставил 180 градусов снаружи, внутри 77 градусов. Все, пошел делать свою работу, засунул в духовку, забыл. Запищал термометр, достали, приправами остренькими сверху покидали на них, приправы остренькие. Вкусняшка. Хотя многие начнут только, не, примитивно. Да, примитивно, без забот и очень-очень вкусно. Рекомендую, начинайте шурупать еще не только о том, что вы думаете, что здесь может зайти, а еще о том, что нужно ли это аргентинцам. Это лайфхак от тех, кто давно живет. Ладно, погнали, надо еще кое-что прикупить. Кому нужны дрова, режут на улице службы озеленения города. Вы знаете, да, что нельзя резать просто так дерево. Даже если вы купили просто дом, участок, и там будет дерево расти, и вам оно мешает, вы не можете его просто так взять и срезать, потому что вам приспичило. Если у вас нет разрешения от городских служб, вон, видите, таскается там с патио дома эти деревья, то вы не имеете права просто так себе резать, чего вам там вздумается. Вот, смотрите, я же говорил, что надо вот в панадериях шукать. Тут вам всякие плюшки, их куча, и хлеба в том числе. Я сейчас хлеб здесь возьму. Смотрите, есть он такой, есть другой. Я вот сейчас вот таких себе возьму, вот этих хлебушков. Но вы можете выбрать любой другой. Так что заходите в панадерии, покупайте, хлеб у них очень нормальный. Хлеб я уже взял, теперь прикупимся здесь. Смотрите, возьму помидоры, возьму на салат зелени, морковку, картошку и мандарины. Сейчас сезон апельсинов, мандаринов. И все, работать.